Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про разметочный инструмент в столярке. Эта вещь весьма необходима, так как без разметочного инструмента у нас ничего не получится. Нам очень часто нужно замерить углы, замерить расстояние, окружности. Поэтому я расскажу про разметочный инструмент. Инструмент первый – линейки. Нам очень часто нужно замерить заготовку, замерить расстояние и поставить определенные метки. Выбор линеек. Здесь я вам расскажу один секрет. При выборе линеек надо всегда учитывать, вот вы взяли, к примеру, у вас есть такая линейка, у нее есть своя шкала, и все дальнейшие линейки вы выбираете только при помощи этой шкалы, так как шкала измерения на разных линейках бывает по-разному. И так вы не ошибетесь, если у вас все линейки будут с одинаковой шкалой. При выборе, конечно же, в магазин берите вот эту линейку и всегда проверяйте таким способом, и у вас потом все будет хорошо, несмотря на то, какую линейку вы возьмете. Также необходима еще и такая вот линейка, она жесткая. Я ее использую для проверок плоскости. Очень хороший инструмент, но, увы, тут шкала, конечно же, не такая, как здесь. Но все же в качестве мини-правила тоже хороший вариант. Следующий инструмент – это угольники. Угольники бывают трех типов. Вот такие столярные. Также угольники комбинированные. Вот у них передвигается перпендикуляр сам. И также угольник Свенсона. Угольник Свенсона, конечно, считается более плотницким угольником. Но все же вот у него есть упор. Вы упираетесь в кромку и, к примеру, вот край доски у нас, и выставляем угол 45 на этой шкале. Как видите, здесь циферка 45. И это означает, что у нас по соотношению кромки вот здесь будет тоже 45 градусов. Также, если вы выставите здесь, допустим, вот 25, это значит здесь угол будет 25. Ну и так далее. Вот этим цифрам вы можете вставлять любой интересующий вас угол. Тоже неплохая замена транспортиру. Весьма рекомендую к покупке такой вот угольник. Далее у нас идет комбинированный угольник. Он чем хорош? Вот мы откручиваем барашек здесь. И мы можем регулировать глубину, которую нам надо от угла. Когда есть углубление, довольно-таки сложно бывает замерить углубление. Ну, к примеру, вот на этом верстаке тут есть углубление, есть пазик внизу. Мы возьмем, упираем кромкой и опускаем линейку, пока она не упрется в другую доску. Зажимаем. И, как мы можем видеть, 4 сантиметра 7 миллиметров у нас глубина
вот этой вот доски. Также такие угольники существуют. Это самые простые угольники. Ничего космического тут у них нету. Но при выборе угольников сразу выбирайте, чтобы одна сторона была толще, чем вторая. Так как таким же самым угольником вы сможете упереть в кромку доски, и он не будет у вас шататься туда-сюда. Чего угольники однородные, похвастаться, конечно, не может. Они неудобны в работе, особенно в столярной. Также есть вот такие вот маленькие угольники, это поверочные. У меня это японской фирмы. Он заведомо ровный. Здесь точно есть 90 градусов. Я его использую на мелких деталях каких-то. Далее есть вот такие вот угольники, купленные в магазинах канцелярии. Это тоже угольники, которые можно использовать для проверки внутренних углов. Они заведомо ровные, так как сделаны по теореме Пифагора. Следующий инструмент это малка. Малка нужна для того, чтобы выставлять угол, который нас интересует. Мы откручиваем тоже барашек, берем брусок, выставляем определенный угол, который нас интересует, зажимаем, и также у нас всегда есть фиксированный угол, который нам нужен. Тоже очень полезный инструмент. Далее у нас инструмент разметочный нож. Вот он бывает вот такой вот с толстым лезвием. Он нужен для того, чтобы оставлять четкую линию. Брусок у нас взяли. Как вы видите, оставляет четкую линию, ровную. На самом деле, в самом начале можно, конечно, использовать и такой нож, но он немножко шатается и он тонкий. Ну, когда я сделал, допустим, этот верстак, я пользовался вот таким ножом. Тоже, как вы видите, мы можем приложить угольник. И, как вы видите, тоже оставляет линии, но не такие четкие, как, допустим, вот этот нож. Так что эта штука весьма полезная в столярке, так как карандаш у нас бывает оставляет более жирную линию. Если нам нужна точность, то в этом плане разметочный нож на голову выше, чем карандаш. Следующий инструмент это разметочные рейсмусы. Они бывают двух типов. Вот у меня на примере возьмем фирмы Veritas, хорошая фирма. Они отодвигаются, и при помощи этого мы можем делать разметку ровную по соотношению кромки, торцу и пласти. Если у вас торец либо кромка будет кривая, соответственно он повторит свои движения. Но четкая линия, которую мы здесь выставили, к примеру, 3 сантиметра, мы проводим вдоль доски такими движениями. И у нас появляется здесь отметка. Нажимать надо очень хорошо. И, как вы видите, появляется линия.
Они бывают двух типов, как вот с одинарным стержнем, так и с двойным. Зачем нужен двойной стержень? Для того, чтобы сразу делать две разметки, к примеру, для выборки паза под фрезером, либо же грунтубеля. Вот как в принципе показано на этом рейсмусе, тоже разметочным. Есть одинарное шило и двойные. Такого типа, конечно, лучше не брать, так как оно не сколько подрезает волокна, сколько оставляет царапины. Японцы, конечно же, пользуются больше такими рейсмусами, но у них вместо иголок стоят ножи. Следующий инструмент — это штангель-циркуль. Они бывают трех типов. Вот такие стандартные. Уже старенький. У него шкала сделана на самом штангель-циркуле. Также бывают электронного типа, такого, который работает от батарейки. И также бывает с часовым индикатором. С часовым индикатором у меня на данный момент нету. Я чаще всего пользуюсь электрическим. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы нам более точно померить толщину заготовки. Например, как вы видите, прижимаем, и нам точно показывает 45,3 мм. Тоже весьма необходимая вещь. В столярке без нее никуда. Это одна из самых главных вещей, которые нужно купить на самом старте столярного пути. Далее у нас идет вспомогательный инструмент. Он тоже весьма необходим в столярке. Это циркуль. Замеряем длину, которая нас интересует. И мы делаем окружность. Пользуется, конечно, редко, но все же тоже весьма необходим. Также для окружности я приобрел вот такую вот линейку. Здесь есть диаметры. Ну, ей я, конечно, больше проверяю диаметры сверл. Очень быстро и очень удобно. Всем советую. Какое сверло лежит, потому что в шкафчике бываешь, открываешь, а там лежат сверла, тебе надо определенного диаметра, ты взял, поместил, допустим, 7 проходит, значит это 7 диаметр. Но чаще всего, конечно, я пользуюсь вот шагомером. Шагомером таким, он должен быть таким жестким, массивным, никуда не двигаясь, так как он нам понадобится для разметки ласточкиного хвоста. Мы, к примеру, замеряем расстояние, опять же 4. И вот, начиная от края доски, у нас будет здесь 4, здесь будет 8, 12, 16. Очень полезная вещь, тоже весьма необходима, если вы будете делать разметку ласточкиного хвоста. Если это видео было полезным, ставьте лайки. Если не было, не ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.